Всех приветствую на канале. Сегодня мы будем вязать очень классный джемпер спицами. Это реглан сверху. Он вот такой нарядный и новогодний. Очень стильно смотрится. Посмотрите, как юбка-карандаш украшается этой паутинкой из мохера. Особенно здесь добавлены пайетки. Все вместе играет очень классно. Мне нравится вот такой вот низ без резинки, свободный. Мы сегодня свяжем этот джемпер, как всегда, на любой размер. Я вам все расскажу, как выполняется. Использовала я пряжу Mohair Gold от Context. Делала уже обзор на эту пряжу. Под этим видео были комментарии о том, что пряжа при вязании на нитке пряжи накатывается такой прям комок шерсти, что неловко вязать. У меня такого не было. У меня была другая проблема. Я просто не постирала образец. Если бы я его постирала, я бы знала, что пряжа страшно садится. Но когда я закончила вязание джемпера, он у меня сильно сел. То есть я потеряла объем, который в него закладывала. Но за счет того, что объем был большой, я хотела такой оверсайз. Все-таки он мне не мал. Я просто добрала длину, низ, самого джемпера и длину рукава. И все стало смотреться супер. Поэтому, если будете вязать из этой же пряжи, учтите этот момент, что она садится. Либо вяжите сразу же длиннее, чем нужно, либо просто перемотайте мотки пряжи в пасмы и постирайте их перед вязанием. Ну, смотрите, если вы стирать не будете, учтите, что вот здесь вот рукава у меня вяжутся чередованием таких полос, либо пряжей мохер, либо мохер плюс пайетки. Смотрите, мохер сел, а пряжа с пайетками на полиамиде она не садится, и поэтому маленько некрасиво выглядела. Но я этот момент решил, я просто, когда уже у меня был джемпер готов, я горячим утюгом отпарила через ткань эти рукава, и они стали смотреться круто. Поэтому выбирайте вариант, который вам больше удобен будет, и спокойненько вяжите вместе со мной. И будете очень красивые и сияющие к Новому году. И еще в том месяце у нас был юбилей канала, нам было 5 лет, и я открыла телеграм-чат, чтобы мы могли с вами общаться. И я опять открываю бесплатный к нему доступ. В описании под видео будет ссылка приглашения. Она будет действовать 2 суток, поэтому обязательно присоединяйтесь. Обязательно общайтесь друг с другом, задавайте вопросы. Я буду очень рада. Начинаем вязание мы всегда с расчета плотности. То есть я связала образец лицевой глади и резинки. И смотрите, у меня до стирки плотность была 1,15, 2 петли. А после стирки 2 петли стало занимать 0,9 сантиметра, то есть вязка достаточно села. У меня получилась такая плотность, как будто я вязала не спицами 5 мм, а спицами 4. И далее мы приступаем к расчету петель горловины. В данный момент у меня обхват горловины 50 сантиметров. Это вот эта вот часть, то есть то, что у нас лежит вокруг шеи. Я сначала брала 60. Но у меня она достаточно села, и, кстати, 50 сантиметров это лучший вариант. Вот мастер-класс на такую горловину есть на канале, и я говорю, что нужно набирать столько петель, чтобы как к обхвату головы вы добавили 13 сантиметров, и будет хорошая красивая горловина. Вот так и получилось. У меня обхват головы 56 сантиметров, и вот эта вот часть именно после стирки, то есть наружный вот этот вот диаметр горловины, у меня 69 сантиметров, и горловина красиво сидит вокруг шеи. А все-таки до стирки она была достаточно широковатая. Внутренняя длина обхвата горловины, то есть вот эта вот часть, которая прям возле шеи у нас лежит, у меня 50 сантиметров. Мы по математической формуле рассчитываем радиус такой горловины. То есть мы вот эти 50 должны разделить сначала на 2, а потом на число π или на 3,14. У меня получается, что радиус этой горловины 8 сантиметров. Затем у меня сама ширина горловинки, то есть вот эта вот резинка 1 на 1 до кетлевочного шва 3 сантиметра. И я к этому радиусу полученному добавляю 3, получаю новый радиус 11 сантиметров. И из этого радиуса я рассчитываю длину внешнего обхвата горловины, то есть вот длину вот этой вот кетлевочки, как бы кетлевочного шва. Получается, что я радиус 11 умножаю на 2 и на 3 14. То есть 2 и 3 14 это математические формулы, они неизменны. И получаю 69 сантиметров. Перевожу за счет плотности в петли. У меня получилось 152 петли.
Но я расчет делала по старой плотности на широкую горловину, и я набрала 148 петель. То есть, по идее, можно было чуть-чуть побольше, 152 петли. Четное количество нужно обязательно, потому что резинка 1 на 1 идет. Количество петель мы рассчитали, которое нам необходимо набрать. Теперь я вам расскажу немножко о мерках, которые я снимала. Я брала обхват груди, это 86 сантиметров, и рассчитывала длину регланной линии. То есть просто обхват груди делим на 4, у меня получилась длина регланной линии. Измеряем ее по спинке, захватывая горловину. 21,5 сантиметров, но после стирки все подсело и стало 20 сантиметров. Затем длина всей кофточки 44, в скобочках опять же после стирки размер. Вообще закладывала ширину кофточки я 49, но после стирки она села, стала 44, но тоже не критично. Ширина рукава у меня 17 сантиметров, это после стирки, до стирки я не замерила. Длину рукава вязала 43 сантиметра, манжет 5, и по низу вот эта небольшая кетлевочка, она 2,5 сантиметра. Также еще вам нужен будет один размер, это обхват бицепса. При согнутом локтевом суставе у меня 24 сантиметра, и из этого размера мы будем рассчитывать длину подреза, то есть обхват бицепса делим на 4 части, я 24 делю на 4 и получаю, что подрез у меня должен быть 6 сантиметров. Давайте теперь рассчитаем сам реглан. На горловину я взяла 148 петель, регланные линии нулевые, то есть на регланную линию 0 петель. Поэтому мы все 148 петель делим просто на 3 части. Я получаю 49 и отношу 49 петель на спинку, 49 петель наперед. И делю 49 пополам и отношу каждую половинку на рукав. Ну, то есть примерно по 25 петель на рукав. Росток у меня 6 сантиметров или 14 рядов. И я эти 14 рядов делю пополам, получаю 7 точек разворота для ростка. Росток у меня отмечен круглыми точками, он идет по рукаву и обязательно по вырезу горловины спереди, чтобы горловина была круглая, а не квадратная. Я беру ширину ладони, то есть вот это вот расстояние. В моем случае это 14 петель, и эти 14 петель будут соответствовать прямому участку горловины. То есть вот это вот место, где у нас прямой участок горловины по переду и по спинке. У меня это 14 петель. Далее мы рассчитали, что у нас 7 точек разворота для ростка. Отмечаем с одной стороны, то есть у меня по рукаву 4 точки и 3 точки по переду. И также с другой стороны. Примерно вот рукав у меня 25 петель, я примерно распределяю петли, то есть чем ближе к регланной линии, тем петель меньше. У меня получилось вот таким образом. То есть по 7 петель и по 2 петли до регланной линии. И со второй стороны точно так же. Далее мы считаем точки по рукаву, вот у меня их 4 точки ростка по рукаву, поэтому, чтобы у нас количество петель переда и спинки после вязания ростка было одинаковым, мы должны эти 4 петли убрать от спинки и добавить их к переду. То есть в итоге у меня получается спинка 45 петель, перед 53 и рукава по 25, и в общей сложности 148 петель. Дальше мы должны рассчитать точки разворота дополнительные, которые у меня отмечены крестиком, для того, чтобы получить округлый вырез горловины. Чтобы по спинке у нас не была вот такая прямая горловинка, а была все-таки с небольшим углублением. Это сидит более красивее в готовом изделии. Рассчитать эти точки также очень просто. Здесь я расскажу быстро, но на канале есть подробный мастер-класс по расчету реглана сверху. Ссылочка будет в описании. Смотрите, мы рассчитали, что прямой участок у нас 14 петель. Вот эти 14 петель я сюда откладываю. А остальные петли, вот у нас спинка всего 45 петель, то есть остальные 31 петлю мы распределяем между вот этими точками. От линии реглана опять же берем минимальное количество и дальше по нарастанию. Я взяла 3, 5, 7, то есть с этой стороны и с другой также. По переду следующие точки мы отмечаем максимально близко к линии реглана. Это 1-2 петли, то есть толстая пряжа 1 петля, тонкая можно 2 петли, то есть по 2 петельки.
И дальше нам нужно еще распределить петли, сколько у нас будет между точками вот этими вот круглыми, которые отмечают росток. Также прямой участок 14 петель и остальные петли просто распределяем. Чем ближе к регланной линии участок меньше, дальше можно по нарастанию или вообще делать одинаковые участки. То есть в итоге, когда мы приступим к вязанию реглана, когда мы свяжем горловину, нужно будет все эти точки отметить маркерами. Обязательно используйте маркеры разных цветов. То есть маркерами отметили регланные линии. Затем маркерами другого цвета отметили петли ростка. И маркерами третьего цвета отмечаем уже петли для разворота горловины. Я обычно также использую маркеры цвета разного цвета. То есть вот с этой стороны у меня, допустим, росток красными маркерами, с этой стороны росток зелеными маркерами. Обязательно это делайте, чтобы не запутаться. И по мере вывязывания нашего округления горловины и ростка маркеры будут убираться, и будет все выглядеть более просто. Давайте приступать. Я уже связала горловину для нашего джемпера. Сейчас я вам все расскажу. Начинаем с горловины. Это двойная горловина, выполненная скрещенной резинкой. У меня по такой горловине есть мастер-класс на канале. Ссылочку я оставлю в описании. Посмотрите, сейчас на экране я напишу несколько тезисов, которые вам будет необходимо записать или сделать скриншот, чтобы связать такую же горловину. Спицы 4 мм я брала. Вязала в 2 нити. Это мохер и пряжа с пайетками. Набрала 148 петель. Связала 2 ряда лицевой глади сначала. Затем 6 рядов скрещенной резинки. То есть я и лицевую, и изнаночную петлю провязывала скрещенной. Затем идет 3 ряда просто лицевых скрещенных, изнаночные снимаем. В мастер-классе об этом все рассказано. Смотрите. Затем опять 6 рядов скрещенной резинки и 2 ряда лицевой глади. И затем, когда вы будете соединять горловину и выполнять вот этот ложный кетлевочный шов, то я уже брала спицы 5 мм и выполняла этот ряд только в одну нить, то есть только нитью из мохера. Ну и все, и горловина готова. Дальше нам необходимо произвести расчет для реглана. Реглан мы будем вязать с округлениями горловины по спинке, поэтому у нас так много маркеров. Обязательно их также развешивайте и сделайте себе пометки. Вот у меня синие маркеры отмечают регланные линии. У меня регланная линия как бы будет нулевая, то есть на нее не нужно ни одну петлю. Дальше вот голубые и розовые маркеры — это маркеры для округления горловины. И красные и вот эти вот зеленые маркеры — это вывязывание ростка. Росток я обязательно вывязываю и по горловине переда. Начало ряда у нас в первой точке разворота для округления горловины. Сейчас я вам покажу, как вязать регланные линии и как вязать точки разворота для укороченных рядов, чтобы при вязании в одну ниточку из мохера эти места были менее заметными. Я держу горловину изнаночной стороной к себе, и сейчас мы будем вывязывать округление горловины, которые у меня отмечены розовыми маркерами. То есть сейчас мы от нашего первого розового маркера и начала ряда вяжем до ближайшего розового маркера. Разворачиваемся и опять до ближайшего, разворачиваемся и опять. И пока все розовые маркеры не уберем. Сейчас у нас идет изнаночный ряд, регланных прибавлений нет, поэтому мы просто вяжем изнаночными петлями, спицами 5 мм в одну нить до ближайшего розового маркера. Маркер начала ряда не теряем. Посмотрите, как мы будем вязать точки разворота. Я ввожу спицу в петлю и начинаю рабочую нить вот так вот растягивать. Видите, как бы здесь вот такие вот 2 ниточки у меня подтянулись. Я вот таким образом натягиваю, чтобы у меня петля стала как бы двойной. Но эту петлю мы будем считать за одну. И все. И дальше начинаю вязать ряд изнаночными петлями. Вяжем до ближайшего розового маркера. Довязала до ближайшего розового маркера. Маркер убираю. И разворачиваю вязание. И сейчас буду вязать до следующего розового маркера. То есть этот маркер у меня начало ряда, его мы уже не убираем.
Смотрите, как делаем точку разворота. Петлю нужно повернуть так, чтобы она была классической, так удобнее. Рабочую нить заводим вперед, ввожу спицу в петлю и снимаю. И затем натягиваю рабочую нить так, что у нас петля становится двойной. И дальше продолжаю вязать. Мы дошли до регланной линии. Регланная линия у меня нулевая. Посмотрите, как мы ее провязываем. Вот петля, которую мы сейчас провязали. Спускаемся в петлю рядом ниже. Подхватываем ее одну дужку. Вот таким образом. И эту дужку провязываем лицевой. Это будет наша прибавка. Снимаем маркер. И со второй стороны также подхватываем одну дужку. И эту дужку провязываем лицевой. Все, дальше идем по рисунку. Ну, то есть у нас это лицевые петли до следующего розового маркера, до ближайшего. И таким образом мы вяжем округление горловины, то есть пока у нас все розовые маркеры не уйдут. Не забываем в каждом лицевом ряду провязывать регланные прибавления. Сейчас мы дойдем вот до этого места, где у нас двойная петля, и я покажу, как ее провязывать. Я дошла до этой двойной петельки, она очень легко заметна в полотне, вы ее не пропустите, и мы эту петлю провязываем 2 вместе за переднюю стенку. Вот таким образом. И дальше продолжаем вязать до розового маркера. Это маркер начала ряда, я его не теряю. Сейчас я вам покажу еще, как в изнаночном ряду убрать вот эту вот двойную петельку. Я дошла до этой двойной петельки, и мы ее провязываем вот так вот, подхватив, видите, 2 ниточки просто изнаночной. И дальше продолжаем вязать до розового маркера. Все, таким образом выполняем округление горловины с одной стороны. Я довязала до последнего розового маркера. Разворачиваю вязание, маркер убираю. И сейчас я буду вязать округление горловины со второй стороны нашего выреза. Вот до этого голубого маркера, который находится по переду. То есть смотрите, у меня вот такой вот будет ряд. Вот до этого голубого маркера. Затем сюда вернусь, туда, и также буду избавляться от голубых маркеров. То есть сейчас, еще раз повторяю, вяжем большой круговой ряд, выполняя регланные прибавления вот до этого маркера. Довязала до последнего голубого маркера, убираю его, разворачиваю вязание, и сейчас мы будем формировать уже росток. Мне нужно будет вязать сейчас только спинку, не захватывая перед. И я сейчас буду вязать сначала до ближайшего салатового маркера, разворачиваюсь до ближайшего красного. Опять до ближайшего салатового, до ближайшего красного. В лицевых рядах выполняем регланные прибавления. Перед у нас пока что вязаться не будет. Я довязываю уже до последнего маркера. У меня изнаночный ряд. Убираем маркер. И сейчас будем разворачивать наше вязание и вязать ряд лицевой до нашего начала ряда. Посмотрите, какой получился росток. Достаточно большой. Я довязала ряд до конца. У меня теперь спереди 65 петель, на спинке 65 петель и на рукавах по 41 петле. Смотрите, теперь мы перенесем начало ряда в центр переда. Для этого мы прямо вот здесь вот сделаем разворотный ряд. Благодаря этому мы также сравняем количество рядов по обоим краям нашей горловины. То есть просто делаем обычный разворотный ряд и вяжем до центра переда.
Я довязала до центра переда, вешаю сюда маркер начала ряда и выполняю поворотный ряд. И теперь начинаю вязать в круговую, выполняя регланные прибавления в каждом четном ряду. И вяжу таким образом, пока регланная линия не достигнет необходимой мне длины. Больше никакие укороченные ряды мы делать не будем. Регланная линия уже достигла необходимого размера. Это 1/4 обхвата груди. В моем случае это 21,5 сантиметр. Измеряем регланную линию по спинке, захватывая горловину. В итоге у меня получилось, что рукава по 55 петель, а перед и спинка по 79 петель. И сейчас, смотрите, я довязала ряд до рукава. Маркеры мы уже убираем регланных линий. Берем дополнительную спицу или дополнительную нить и переснимаем петли рукава. Петли рукава на дополнительной спице. И сейчас мы будем выполнять петли подреза. Подрез равен 1/4 обхвата бицепса. В моем случае это будет 10 петель. Для этого я набрала цепочку из воздушных петель, поворачиваю ее изнаночной стороной кверху и буду сейчас подхватывать вот эти вот протяжки. Ввела спицу под протяжку и вытягиваю петлю. Всего таким образом я должна набрать 10 петель. Я набрала 10 петель. Теперь беру петли спинки и начинаю провязывать их. Сейчас мы вяжем все петельки спинки и точно так же поступаем с петлями второго рукава и выполняем подрез. Я выполнила оба подреза, вязание замкнуто в круг, и теперь мы вяжем наш джемпер на необходимую длину. Я связала практически всю длину джемпера. Если измерять от выреза горловины по переду, то всего 32 сантиметра. Это меньше на 2,5 сантиметра, чем я хочу. Но дальше я уже буду менять спицы на 4 и вязать подгибку. Сейчас мне нужно последний ряд будет отметить просто обычной швейной нитью. И дальше я свяжу еще около 5 сантиметров на спицах 4 миллиметра. Я связала 5 сантиметров на спицах 4 миллиметра. Вот у меня ряд, который я отметила простой швейной нитью. И сейчас мы будем формировать подгиб. Будем подгибать к вот этой вот строчке, которую мы проложили швейной нитью. Петлевку я буду выполнять крючком. Посмотрите, я вот беру последнюю петлю, от которой идет рабочая нить, и поднимаюсь по этой петле кверху, к своей строчке. И вот так с лицевой стороны завожу крючок, подхватываю рабочую нить и вытягиваю на лицевую сторону эту рабочую нить. Крючок у меня 4 миллиметра. Прям вытягиваем просто вот такую длинную петлю. И подтягиваю ее, чтобы вот таким образом притянуть нашу подгибку. У нас будет немного неудобно подаваться рабочая нить, но это я делаю для того, чтобы не обрезать, не делать дополнительные узелки, потому что на махере они достаточно заметные. Хотя можно обрезать рабочую нить и начать петлевку новой нитью. Подтянула нить, чтобы подтянуть нашу подгибку. И теперь ввожу крючок в петлю на спице, спускаю эту петлю, подхожу к нашему полотну. Вот посмотрите, у меня вот из этой петли тянется рабочая нить. В следующую петлю ввожу крючок и подхватываю рабочую нить по лицевой стороне, вытягиваю и провязываю петлю. Идет как бы такой тамбурный шов. Дальше снимаю следующую петлю со спицы. Ориентируюсь на нашу строчку. И ввожу крючок в следующую петлю.
Можете дополнительно контролировать себя по лицевой стороне. Здесь будут образовываться вот такие вот строчки с получением ложной кетлевки. Рабочая нить у нас подается как бы через изнаночную сторону. Опять следующую петлю подхватываю со спицы. Ввожу в наше рабочее полотно. Рабочая нитка, вот она тянется. Я отсчитываю 2 ниточки и вот дальше ввожу крючок. Опять подхватываю рабочую нить и выполняю соединительный столбик. То есть по изнаночной стороне будет получаться вот такая вот косичка из соединительных столбиков, а по лицевой стороне вот такая вот строчка, как бы ложная кетлевка. Таким образом мы подшиваем весь низ, и у нас одновременно закрываются петли. Я выполнила всю кетлевку. Вот так она смотрится по лицу, и по изнанке это лицевая косичка. Теперь нужно соединить вязание в круг, то есть под первый соединительный столбик я подвожу крючок, захватываю остаток рабочей нити и протягиваю. Затем в последний соединительный столбик ввожу крючок за одну дужку, вновь подхватываю остаток рабочей нити и протягиваю. Теперь такую же строчку крючком проложим и по самому краю джемпера. Я проложила еще одну строчку крючком по краю джемпера. Также по изнаночной стороне это смотрится как косичка, а по лицевой вот такая вот аккуратная строчка. Наша кетлевочка полностью готова. Теперь переходим к вязанию рукавов. Берем нашу рабочую нить, спицы 5 мм и начиная с центра подреза подхватываем протяжки по воздушной цепочке. Захватываю спицей рабочую нить и провязываю протяжку. Поднимаю вторую петлю. И таким образом все петли по воздушной цепочке. Дальше, прежде чем перейти к петлям, которые на спицах, нужно будет еще поднять 2 петли вот по этому участку. Смотрите, первую петлю я подхватываю, вот, которую держит у меня вот эта вот вспомогательная рабочая нить, провязываю. Затем беру следующую петлю, скрещиваю ее и провязываю. И также следующую петельку подхватываю за одну дужку, скрещиваю ее и провязываю. Вот они, 2 скрещенные петли получаются. И дальше провязываю петли рукава, которые у нас надеты на дополнительную спицу. Получилось, что между петлями подреза и петлями рукава мы набрали еще 3 петельки. Точно так же мы сделаем и со второй стороны нашего рукава. То есть сначала у нас будут 2 скрещенные петельки, потом петелька, которую держит вспомогательная рабочая нить, и затем петли подреза. Я подняла петли рукава, всего получилось у меня 70 петель. И сейчас мы будем вязать полосками, которые будут чередоваться либо нитью с мохер плюс пайетки, либо просто нитью из мохера. Чередовать будем в следующем порядке. Сейчас я провяжу 11 рядов двойной нитью. Спицы не меняем, оставляем 5 мм. Затем 7 рядов одним мохером. Дальше 6 рядов мохером с пайетками и 4 ряда просто мохером. И затем начнем повторять. То есть идет чередование 11 рядов, 7 рядов, 6 и 4. Таким образом вяжем рукав до вот этого вот места. Убавки делать не будем, рукав должен получиться объемным и широким. Я уже провязала рукав на нужную мне длину. Вот такие полоски получились. Посмотрите, по изнаночной стороне между полосками с пайетками я нить с пайетками не обрезала, делала просто вот такие вот протяжки. Теперь мы будем переходить к вязанию манжетом. Для этого возьмем спицы 4 мм
И сократим сейчас петли рукава. Следующим образом будем вязать сначала просто 2 петли, затем 2 петли вместе. То есть каждую третью и четвертую петлю будем провязывать парами. Вяжем все лицевой гладью и нитью в 2 сложения, то есть мохер и пайетки. Я закончила ряд. В итоге у меня получилось 52 петли. Количество петель должно быть четным. И сейчас мы будем вязать резинку из скрещенных петель. Лицевые вяжу за заднюю стенку, чтобы петля при провязывании получалась скрещенной. И изнаночную вяжу за заднюю стенку классической петлей. И таким образом провязываю весь ряд до конца. Вязала ряд до конца. И теперь все последующие ряды вяжу точно так же. То есть лицевую вяжу за заднюю стенку, чтобы петля получалась скрещенная. И изнаночную также вяжу за заднюю стенку, но классической только петлей, не бабушкиной. Я провязала 12 рядов скрещенной резинкой. По изнаночной стороне она выглядит точно так же. Теперь будем закрывать петли. Для этого мы провяжем 2 ряда полой резинкой. Полую резинку также вяжем скрещенными петельками. То есть сейчас я буду вязать лицевые скрещенными, а изнаночные снимать нить перед работой. И таким образом до конца ряда. Довязала ряд до конца. Теперь вяжем второй ряд полой резинки и наоборот. Лицевые снимаем нить за работой. Изнаночные вяжем скрещенными, классическими. Таким образом весь ряд до конца. Я довязала ряд до конца. Теперь мы нить с пайетками обрезаем и будем закрывать петли резинки иглой в одну нить, только мохеровой ниточкой. Как закрываются петельки иглой, на канале есть видеоурок. Я вам ссылочку оставлю в описании. Я закрыла петли. И теперь нам осталось убрать вот эту вспомогательную нить, которую мы делали для набора петель подреза. Просто распускаем. Растянутые петли можно подтянуть. Теперь точно так же вяжем и второй рукав. Все готово. Я надеюсь, вам понравилось, поэтому подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайки. До скорых встреч, спишемся в нашем чате.